Здравствуйте, меня зовут Михаил. В прошлом видео были рассмотрены история стандарта RS-232, становление UART и основные детали использования блокирующих функций работы с ними. В этом видео мы рассмотрим не блокирующие подходы к использованию UART, а именно работа с прерываниями и прямым доступом к памяти. Одной из малопонятных для новичков составляющих работы процессора является механизм прерываний. Прерывание – это быстрое внеочередное выполнение коротких операций из-за внешнего воздействия и быстрый возврат к основной операции. Первым неблокирующим режимом использования UART является использование прерываний для приема и отправки сообщений. Пользователь разрешает прием данных, и пока требуемое их количество не будет принято, будет происходить выполнение другого кода. При отправке больших данных это также позволяет избежать длительного ожидания отправки информации, особенно в условиях работы на низкой скорости. Для обеспечения возможности использования прерываний следует: во вкладке NVIC Settings настроек USART разрешить использование прерывания для данного интерфейса. Реализовать обязательные callback функции в main.c. Эти функции автоматически вызываются в прерывании при завершении выполнения приема или передачи и служат для обеспечения связи пользовательского кода с работой приема передатчика. При необходимости реализовать дополнительные callback функции в main.c. Первые две представляют возможность оповещения пользовательского кода о середине процессов приема передачи. Например, для подготовки к отправке следующего пакета данных. Третья же сообщает о произошедшей ошибке и дает возможность организовать реакцию на ошибки. Например, при обрыве связи известить пользователя о проблеме. Для разрешения приема данных через прерывание существует функция HAL USART Receive IT, принимающая три аргумента: адрес интерфейса, массив данных для записи, размер данных. Содержание аргументов аналогично блокирующим функциям. Для передачи данных функция вполне предсказуемо называется HAL USART Transmit IT и принимает также три аргумента: адрес интерфейса, массив данных для чтения и размер данных. Рассмотрим реализацию функции UART через прерывание в среде QPDE. Рассмотрим практическое использование UART для приема и отправки сообщений. Будем управлять цифровым выходом с персонального компьютера и посылать информацию о нажатии кнопки на компьютер. Запустив среду программирования QPDE, нажмем кнопку создания проекта. Где скачать и как установить куб, подробно рассказано в одном из наших видеороликов, ссылку на который я здесь оставлю. Далее система предложит нам выбрать микроконтроллер, для которого мы будем писать код. В нашем случае это микроконтроллер STM32F303RE, который установлен на отладочной плате фирмы ST Nucleo F303RE. Лишним не будет напомнить вам: избегайте кириллических символов в названии папок, где находится ваш проект, и в названии ваших проектов. Все примеры, которые мы демонстрируем в своих видеороликах, без особых проблем можно перенести на другие микроконтроллеры производства фирмы ST. Для того, чтобы начать работать с UART, необходимо перейти в раздел Connectivity. Выберем модуль USART 2. Выберем асинхронный режим, дождемся запуска модуля UART и видим, что нужные нам пины микроконтроллера подсветились зеленым цветом. В настройках модуля укажем скорость передачи данных, равной 115200 бит в секунду. Длину слова выберем равной 8 бит, включая бит четности. Далее выберем четную разрядность. Все. В этом блоке настройка модуля завершена. Далее переходим в блок NVIC Settings. Здесь все просто. Мы разрешаем прерывание, поставив соответствующую галочку. Все. Настройка модуля USART 2 завершена. Перейдем к настройке необходимых нам GPO. В данном примере нам необходимо использовать два цифровых выхода. Один как цифровой вход для подключения кнопки, другой как цифровой выход для подключения светодиода. Изучив документацию на плату контроллера, выяснили, что пользовательская кнопка подключена к пину микроконтроллера PC13, а индикационный светодиод подключен к пину PA5. Определим PC13 как цифровой вход и PA5 как цифровой выход. Для работы мы выбрали USART 2, потому что именно он на плате Nucleo F303RE через встроенный программатор может обеспечить связь контроллера с компьютером. Настройка аппаратной части микроконтроллера завершена. Сгенерируем код проекта. Проверим на всякий случай скомпилированный шаблон, чтобы все было на месте.
Довольно часто перед написанием кода я компилирую и загружаю на контроллер пустую программу для того, чтобы проверить, правильно ли подключен и работает ли программатор. На этом этапе вы можете сэкономить немало своего времени, ведь если что-то не так, то вы не будете искать ошибку в вашем коде. После того, как мы убедились, что все в порядке, начнем написание кода. Для этого я использую свою заготовку. Первая часть — это блок описания массивов данных, который мы будем передавать с контроллера на компьютер и с компьютера на контроллер. Массив символов TXData, содержащий строку Subscribe to Amiga Electric YouTube Channel, что переводится как «Подписывайтесь на YouTube канал Amiga Electric». Второй массив RxData, состоящий из одного элемента. В этот массив мы будем помещать информацию, полученную от компьютера. Основной код программы в данном примере мы поместим в бесконечный цикл while. Здесь мы не будем использовать callback'и, так как это простейший пример, с которого, на наш взгляд, следует начинать освоение UART. Наш код состоит из двух блоков. Первый отвечает за передачу данных с компьютера на контроллер, второй блок отвечает за передачу данных с контроллера на компьютер. Ну и вставляем в цикл временную задержку 100 миллисекунд. Давайте разберем каждый из двух блоков поподробнее. Первый блок работает следующим образом. Если выполняются два условия: успешная передача данных с компьютера и равенство полученного массива 5, так как массив состоит из одного символа, то изменяем состояние светодиода с помощью функции GPO Toggle. Второй блок работает так. Если нажата пользовательская кнопка, то отправляем на персональный компьютер массив TXData с помощью функции UART Transmit IT. Скомпилируем и загрузим нашу программу на контроллер ST Nucleo F303RE. Когда программа загрузится, подготовим терминал, который мы будем использовать для обмена данными с контроллером. В данном проекте мы используем эмулятор COM-порта CoolTerm. Ссылку на скачивание терминала я оставлю в описании к видео. В настройках терминала выберем скорость передачи данных. Отмечу, что она должна совпадать с той, что была выбрана в настройках модуля USART 2. Выберем длину слова, четную разрядность. Все, терминал настроен. Откроем строку, в которой мы будем прописывать данные, которые будем передавать. Далее соединяемся с контроллером и пробуем передать данные с контроллера на наш компьютер. Нажимаем пользовательскую кнопку. При нажатии наша строка, содержащаяся в массиве TXData, передается на компьютер. В терминале она выводится. Понажимаем на кнопку несколько раз. Проверяем, нет ли потерь данных при передаче. Все, убедились. Данные передаются корректно, без потерь. Теперь попробуем поуправлять нашим светодиодом. Для этого в пользовательской строке терминала пропишем цифру 5 и попробуем ее передать. Видим, что после передачи светодиод загорелся. Все работает корректно. Снова несколько раз передадим данные с контроллера на компьютер и обратно. Программа работает верно. Теперь давайте рассмотрим UART DMA. Наиболее поздним, совершенным и сложным вариантом использования UART в микроконтроллерах является прямой доступ к памяти. Модуль UART самостоятельно может забирать данные для отправки и складировать полученные данные по адресам оперативной памяти, предоставляемых процессором. Для работы с DMA требуется настройка аналогичных прерываний конца передачи и настройка непосредственно модуля DMA. С появлением QPDE настройка последнего упростилась до перехода во вкладку DMA Settings и добавления каналов приема и передачи данных. Функции передачи данных через DMA похожи на функции передачи данных через прерывание и принимают такие же аргументы. Рассмотрим реализацию функции UART через прямой доступ к памяти в среде QPDE. Используем аналогичную прошлому случаю задачу. Будем управлять цифровым выходом с персонального компьютера и посылать информацию о нажатии кнопки на компьютер. Для решения поставленной задачи повторим все действия по созданию проекта в среде QPDE. Не буду подробно комментировать это. Для тех, кто смотрит видеоролик с этого момента, в описании оставлю временную метку, где отмечу, как создавать проект для данной задачи. Напомню, мы используем плату фирмы ST Nucleo. Но хочу заметить, настройка аппаратной части все же отличается от настройки, предложенной ранее. Здесь мы используем DMA. Также подключаем модуль USART 2. Прописываем те же настройки модуля, что и в прошлый раз, за исключением одной детали. В разделе настроек DMA Settings добавляем два канала DMA. На прием данных и на передачу данных.
Поскольку данный пример мы хотим сделать максимально простым, то не будем менять ничего в настройках каждого из каналов. Оставим все как есть. В разделе NVIC проверяем, проставлены ли галочки напротив прерывания дыма, и проставляем галочку, разрешающую прерывание. Аппаратная часть микроконтроллера настроена. Сгенерируем наш проект. После генерации проверяем, все ли блоки инициализации на месте. Видим, что добавился блок, посвященный DMA. Как и в прошлый раз, мы заранее подготовили код. Наша программа также состоит из двух частей. В первой части мы объявляем массивы данных для передачи с контроллера на компьютер и для передачи с компьютера на контроллер. Используем те же массивы, что и в прошлый раз. Описывать подробно я их не буду, но оставлю в описании временную метку на место в видео, где рассказано об этих массивах. А вот вторая часть программы намного интереснее. В этом примере мы снова не будем использовать callback'и для упрощения примера. Поместим наш код в бесконечный цикл while. Код состоит из двух частей. Первая часть – передача данных с компьютера на контроллер. При условии, если передача данных успешно завершена и единственный элемент массива rxdata равен 5, то меняем состояние пользовательского светодиода. Вторая часть – это передача данных с контроллера на компьютер. При нажатии кнопки передаем с помощью функции HAL_UART_TRANSMIT_DEMA массив txdata. По окончании выставляем временную задержку с помощью функции HAL_DELAY, равную 100 миллисекунд. Не буду подробно пояснять каждое свое действие, чтобы не повторяться. Компилируем, загружаем код, настраиваем терминал и проверяем работу нашей программы. Я только хочу повторить, что наш пример является всего лишь демонстрационным. Он показывает, как быстро можно начать работать с UART. Следующим этапом должна быть обработка полученных данных и дальнейшая работа с ними, но это уже частные задачи. Мы же в своих примерах пытаемся все обобщить. Итак, настроив все, проверяем нашу программу. При нажатии на пользовательскую кнопку в терминале должна появиться строка, а при отправке на контроллер символа 5 должен загореться светодиод. Строка появляется. Данные с контроллера на компьютер передаются без потерь. Отправляем данные. Светодиод меняет свое состояние. Несколько раз нажимаем на кнопку и несколько раз отправляем данные на контроллер. Программа работает корректно. Теперь вы знаете, как использовать функцию UART контроллеров STM32, программируя в среде QPDE. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Пока!